Всем привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать в мое видео. Спасибо, что нажали и заметили мою обложку. И сегодняшнее видео полностью и всецело будет посвящено пустым баночкам. Я решила за месяц октябрь собрать все пустые банки именно вот в эту кружечку, а то она у меня уже начала пылиться. И чтобы она не пылилась, вот на рассмотрение, чтобы все было красиво, давайте вместе приступим и рассмотрим всю декоративную косметику, которая у меня кончилась за месяц октябрь, а также уходовая косметика, косметика для тела, для рук. Все это очень меня радовало в течение месяца октября. Ведь месяц октябрь я не очень люблю, но благодаря Ютубу я не входила в состояние депрессии. Вообще, как вы относитесь к месяцу октябрю? У нас вот в Минске я все ждала, когда придет бабье лето. Оно пришло в середине октября, но как-то все равно это что-то не то. Потому что осень я не так сильно люблю, как раннюю весну. Ну, напишите, как прошел у вас месяц октябрь, любите ли вы осень. Я знаю, что многие любят осень, любят вот эту листву, она их как-то, наверное, заряжает. Меня не сильно заряжает, мне нравится вот эта цветовая гамма желтых, красных листьев, но чтобы я вот млела и сходила с ума, нет. Ну и вообще, из какого вы города и сколько градусов у вас было в месяце октябре. Ну и давайте же уже непосредственно перейдем к пустым баночкам, а именно к декоративке. Вот прям сразу начну с тяжелого люкса. У меня закончились двое тенюшек из двух рефилов палетки Tom Ford. Вот она, дверца Rolls-Royce вот так вот звенит. Еще раз. Я когда это услышала, я сразу захотела себе палетку Tom Ford. Ну как же это уже дверца стучит? Значит, называется эта палеточка Golden Mink 01, Made in Italy, произведена в Италии. И у меня закончилось двое тенюшек. Они такие были, знаете, блестелки. То есть не шиммеры, а такие вот блестящие тени на такой базе, можно сказать, даже прозрачной. Неплохие были тени, но они лучше всего наносились, они были, один рефил был желтого оттенка, другой такого персикового оттенка. Очень красиво они переливались на глазах, эти тени, и наносились только хорошо вот этими вот, кстати, спонжиками и кисточкой из набора. Ну, знаете, я постаралась, чтобы закончить эти два рефила. Я их использовала и в хвост, и в гриву, наносила и на подвижное веко, наносила и под бровь, а также использовала в качестве хайлайтера, так как все хайлайтеры у меня позаканчивались. Также я нещадно, не жалея их, наносила и вот подчеркивала подчелюстную косточку, и вот сюда на шею наносила, и все смотрелось прекрасно, закончила. Все-таки люкс должен отрабатывать свои деньги, но эти два рефила закончились благодаря тому, что я все-таки, у меня отсутствует хайлайтер, вот поэтому они прям у меня израсходовались до крошечки. Вообще мне очень нравятся тени Tom Ford, несмотря на то, что они наносились только вот этими родными спонжиками, они всегда смотрятся благородно, а вот эти двое матовых теней, они просто сами себя тушуют. Поэтому не просто так эти тени дорогие. Если у вас мало теней и вы не помешаны на тенях, не любите вот накупать разных там, вот пробовать Essence, Catrice, вот иногда хочется разнообразия,
Но если вы вот любите качество, такой люкс, и имеете в своем арсенале мало теней, вот эта палетка будет вас спасать по-любому. Вот лучше иметь, я считаю, одну такую вот люксовую палетку, чем кучу других. Но несмотря на это, я даже подготовила, есть тени, которые ничем не хуже, чем вот эти вот шиммеры от Tom Ford. Вот у меня есть тени от O2O. Это палетка в 03 оттенке, называется «Дом Бога». Эта коллекция, она посвящена Марокко, то есть зданиям Марокко, вот этой расцветки, вы видите сами. И здесь вот есть шиммерок, он ничем не хуже, этот шиммер. Просто восторг и поклонение тоже вот этим шиммерам. Поэтому, чтобы уже так говорить, что шиммер Tom Ford самые лучшие, нет. Есть шиммеры и у китайской косметики. Вот у меня вторая палетка есть от уже бренда Фокалюр китайского, на Алиэкспресс покупала эту палеточку и предыдущую. Называется Кейк. И вот здесь вот есть тоже такой вот шиммерок. Он тоже ничем не хуже. Прекрасная у него здесь вот и база такая какая-то гелевая, они и наносятся прекрасно, и тушуются все тени прекрасно. Но вот именно шиммеры, если рассматривать Tom Ford, то есть все-таки аналоги подешевле. Очень мне нравятся эти тени, прямо вот эти китайские тени мною овладели, и я ничуть не расстроилась, что у меня закончились тени Tom Ford. Ну, только что здесь, конечно, и упаковка, и матовые тени превосходные. Переходим к следующему элементу. Закончился, то есть разбились у меня одни тени А-румяна из палетки Paradisa Reluí Sun. Наверное, многие знают, кто увлекается белорусской косметикой, эту палетку. И здесь вот в этом рефиле были такие персиковые тени с золотистым шиммерочком, который не был виден на лице. И я смешивала вот эти персиковые румяна с этими холодными розовыми матовыми. И получался такой красивый румянец. Но у меня свалилась эта палетка, причем все вывалилось на пол, а я не тот человек, что с пола буду подбирать и прессовать, перепрессовывать. Нет, если бы упала на стол, может быть. Но если на пол, хоть я и мою пол, у нас белая плитка на кухне, и постоянно нужно там мыть пол. Он там чистый, но несмотря на это, я никогда с пола тени, я уже их выбрасываю, то есть румяна. Поэтому пришлось их выбросить, но они подходили к концу, и я бы их уже к концу месяца бы и так израсходовала. Ну ладно, случилось и случилось. Кстати, когда я снимала видео, у меня эта палетка опять упала, а вот эти вот матовые, вот этот вот у них бронзер и вот эти румяна, они не разбились с третьего падения. Представляете, как они здесь спрессованы. Ну вот у меня, получается, закончились румяшки, не знаю, благодаря мне или тому, что я их много наносила, любила эти румяна персиковые. Их еще сравнивали с Nars Orgasm, но они не похожи на Nars Orgasm, они просто персиковые с золотистым шиммером. Вообще палетка потрясающая, очень хорошая эта палетка у Reluí. Тут такие вот какие-то коммерческие такие оттенки, она выглядит, мне кажется, как косметика у Кайли или Кардашьян, вот у них такие вот оттенки. И вот Reluí постарались и сделали бюджетную такую палеточку на все случаи жизни. Ею можно накраситься и глаза накрасить, и лицо, все можно накрасить. Ну ничего страшного, румяшки у меня есть, это у меня хайлайтеры все позаканчивались. Это я все кручу. У меня, кстати, декоративка это всегда десерт, и я начинаю с десерта свое видео о пустых баночках. Кто смотрит меня впервые или новичок на моем канале, поэтому я начинаю с декоративки, меня это всегда очень так заводит, радует. Также у меня сломалась и уже не точит вот такая вот точилка от Буржуа. Знаете, почему я решила вот такое внимание уделить точилке и отнесла ее даже к декоративке?
Очень важный элемент. Я думала, поточу все свои контурные карандаши и свои карандашики для глаз с помощью детской точилки. У меня сын школьник старший, другой в детский садик. У меня много точилок. Ну, думаю, ну чем хуже точилки для детей, чем это? Нет. Оказывается, детской точилкой я испортила свои карандаши. Она точит по-другому, у нее угол заточки другой. И лучше для косметических карандашей, то есть я вот прям сильно рекомендую покупать специальные точилки, что я и сделала. Так как это сломалось, причем эта точилка была рассчитана на 2 диаметра. Для большого карандашика есть иногда губные такие помады в таких карандашах, и для тоненьких карандашей, для глаз и контурные карандаши для губ. Ну вот уже не точит, очень много лет ей, сколько вот я уже крашусь, так люблю краситься на постоянной основе, вот израсходовалась, даже точилка буржуа не выдержала моего напора. Пошла в Милу и вот в такой необычайно радужной упаковке купила китайскую точилку. Я вообще уважаю точилки Рилуи. Одна у меня на работе, ну, думаю, ну, не буду я ради точилки идти в магазин, ехать в фирменный магазин Рилуи или заказывать. Пошла в Милу, у нас рядом с домом, и купила точилку китайскую, причем она вот в таком оформлении прекрасном. И вот так вот идет красиво, просто восторг. И точит хорошо, тоже рассчитана на 2 диаметра, и вот тут вот прикрыто, чтобы не вымазать ничего в косметичке, можно закрыть. Ну, всегда же остаются от карандашей какие-то остаточки. И тоже 2 диаметра, это очень важно. И даже у нее есть такая вот подставочка. Ну, китайцы, конечно, отжигают. Очень хорошая точилка и точит хорошо. А то у меня уже и контурный карандаш стал стачиваться детской точилкой. Очень плохо детская точилка точит. Вот рекомендую покупать именно специализированные точилки. Это вам поможет. Также закончился у меня консилер. Консилер от Рилуи. Опять белорусский бренд, да, он у меня любимый, не перестаю это говорить. Здесь очень такая профессиональная упаковка у этого консилера, и называется этот не консилер, это я использовала вот это средство как консилер, это Full Cover корректор. И действительно, этот корректор, это у них новиночка, у них всегда клеят такие вот наклейки цвета фуксия. И у меня в 30-м оттенке бежевый называется, беж. И вот все, что написано в упаковке, все делал этот консилер, корректор, если правильно говорить. Тут и полная маскировка несовершенств, и естественный финиш, и высокая пигментированность, и цветокоррекция не скатывается, не ощущается на коже. Сегодня в последний раз я его уже до конца израсходовала. Здесь вот такой вот спонжик. Очень красиво упаковано, не просто так. Вот у Рилуи есть отдельное ответвление Рилуи Pro. И действительно очень хорошие упаковки, такие стильные, а-ля Мак, но не Мак. Может даже лучше. Потому что я очень довольна консилером, вот этим корректором тире. Он у меня в фаворитах. Это вот за последние несколько лет самый, мне кажется, хороший консилер, который подходит и для кожи, для девочки 37 лет, и для молодых девочек подойдет. Вот он то, что надо. Он и скрывает круги под глазами, и замазывает несовершенство. Вот все, что я зачитала, все вот эти вот заявления выполняются, поэтому лучше не думать, купить вот такой вот корректор и не смотреть на другие бренды. Но я люблю разнообразие, посмотрим. У меня еще не было одного консилера от Белита. Один дорогой был, уже даже я его закончила. А вот хочу еще один попробовать именно от Белита консилер. Вообще я люблю наши белорусские консилеры. Надо будет вообще когда-нибудь купить супер дорогой консилер от MAC или от Dior и сравнить, насколько наши все-таки белорусские консилеры хороши. Также закончилось, а именно сейчас расскажу всю историю, почему я вот эту зебру красивую отнесла к пустышкам. Это тушь, которую я хочу уже выбросить, от бренда, опять же, Рилуи, называется Капсула. То есть это первая белорусская капсульная тушь, молодцы, что они ее выпустили. Я ее выбрасываю, во-первых, этой туши уже больше 3 месяцев, а ради гигиены лучше выбрасывать туши, которым больше 3 месяцев. Но я обычно туши использую 6 месяцев, как написано на упаковке.
Эта тушь, она и смывается чулочками, и выдерживает и снег, и бассейн, и дождь проливной. Все она выдержит, она даже смывается с глаз теплой водой тяжело. Но вот я стала обращать внимание, что я пользовалась ею неделю, и мне кажется, какие-то ощущения в глазах не очень хорошие. Даже мне пришлось купить Тобрекс и капать капельки. Мне не нравилось состояние моих глазок. Поэтому всем рекомендую выбрасывать туши, которым больше 3 месяцев, чтобы не навредить. Лучше уже потратиться и купить какую-нибудь бюджетную тушь, но не пользоваться старой. Значит, вот такая вот здесь кисточка изогнутая, да, она дает даже эффект кукольный глаз. У Рилуи есть тушь тоже, она, которая снимается чулочками, в такой упаковке черной с фуксией, как будто чулочек на ножке надет, так выглядит. Так вот эту тушь они тоже летом выпустили, она заявлена как капсульная, но они говорят, заявляют в Рилуи, что вот эта тушь, она дает больший эффект, чем та тушь термотушь. Поэтому люблю туши от Рилуи, но, как все рекомендуют, и Рилуи тушам нужно, у них есть срок, не более 6 месяцев, но ради уже, чтобы вообще не навредить, то не более 3 месяцев. Просто выбрасываю, потому что не нравится ощущение, а пользовалась я только ею. Мне тушь очень понравилась, она и разделяла реснички за счет моей любимой силиконовой щеточки, и все делала на моих глазах, и кукольный взгляд можно было добиться, и смывалась чулочками. Но вот такая реакция на глазах пошла. Также закончилось у меня вот такое вот тональное средство, а именно BB-крем от Белита. Я не знаю, почему о нем так мало говорят. Потрясающий BB-крем. Он называется крем сияния, жемчужная кожа, только один тон светлый, и мне очень он нравился. Тональный крем. Я вообще не люблю среднее перекрытие, я люблю легкое, ближе к среднему. И вот этот BB-крем мне давал покрытие столько, сколько мне надо. Прекрасный, интересная вот эта коллекция у них жемчужная, и причем здесь даже такие активные компоненты, как экстракт жемчуга и жемчужная пудра добавлены. И вообще вся серия вот эта неплохая. Ну, с удовольствием закончила. Флакон вмещает в себя 30 мл. И я испытывала удовольствие от использования этого BB-крема. Он даже не окислялся на мне. Вот практически все лето я пользовалась только им и получала удовольствие. Стильная упаковка, хорошее качество. Ну, что же еще у меня тут закончилось? Ой, все, декоративка моя закончилась. Как видите, не так уж и много. Нет, я забыла про одно средство. Я вот помню, что у меня есть еще пудра. Я забыла пудру вам показать. А где я ее положила? Вопрос дня. Просто эта пудра достойна того, чтобы за ней сходить. Просто она у меня свалилась, когда я показывала вам, пыталась сделать заставку, и вот эти вот декоративные средства. Значит, вот эта вот пудра от Фокалюр китайского бренда с AliExpress очень мне понравилась. Она ничем не хуже, чем пудра MAC. Вот честно скажу, у меня была пудра MAC, и вот эта пудра и по упаковке она немного напоминает MAC. Это у меня прессованная пудра в 01 оттенке, причем даже написано, что cruelty free. И вот такая вот упаковка. Тоже здесь идет также отдел для спонжика. Спонжик идет. Причем нет отверстий, чтобы спонжик дышал. Я заметила, что некоторые американские бренды, например, Physicians Formula или L'Oreal, например, они делают здесь отверстия, наверное, чтобы спонжик дышал. Вот Фокалюр не делают этого отверстия. Хороший здесь спонжик, есть зеркальце, и я ее прям до крошки использовала, мне она нравилась. И вот я ее очень часто пользовалась, упаковка не развалилась, и падала она у меня. Прекрасная пудрочка, и выглядит достойно, не стыдно положить косметичку. И эта пудра, она, и так как у меня кожа нормально склонна к сухости в осенне-зимний период, то вот эта пудра не пересушивала мою кожу и не сильно матировала.
Может быть, для тех, у кого жирная кожа, может, она недостаточно будет матировать. Но лично для моей нормальной, склонной к сухости кожи, эта пудра подошла. И теперь переходим именно к уходовым средствам. И я начну с уходовых средств для лица, ведь это очень важно. Первое, это у меня закончилась вот такая вот мицеллярная вода. Извините за состояние, она уже не разглаживается. Покупала вот эту мицеллярную воду с розочкой. Бренд называется Lipro Skin Care Bio. Мицеллярная вода для чувствительной кожи с розовой водой. В фикс прайсе покупала. Я уже забыла, о чем говорила, задумалась об этой воде. Просто она мне не понравилась. Она плохо смывала макияж с глаз. И даже не буду на нее смотреть. Хоть здесь и написано 500 мл равно 250 применений. Но нужно постоянно смачивать диски ватные, чтобы эта уже мицеллярная вода сразу 10-го подействовала. Плохо она смывает макияж. Поэтому больше в фикс-прайсе я к ней не подойду, а буду покупать мицеллярную воду от Белита Vitex. Наши белорусские мицеллярные воды намного лучше. Вот эта вот мицеллярная вода, она, производитель у нее российский, но вот эта розочка, оформление милое, но и наполнения много, но эффект мне не понравился. Следующее, что у меня закончилось для лица, будем так о лице только говорить, это также, вот я обычно еще рассказываю, когда рассказываю об уходовых средствах для лица, которые у меня закончились, я так вот поэтапно. Вот я смываю макияж с глаз обычно мицеллярной водой или двухфазным средством. А весь макияж с лица, это тональное средство или вот BB-крем, его надо смывать, BB-крем. Я им пользовалась все лето, и BB-кремы смывать только гидрофильными маслами или гелями, потому что жир берет. Поэтому, чтобы смыть BB-крем, я использовала вот такой вот гидрофильный гель от Belita Cosmetics. То есть это под бренд у вот Belita Vitex есть, а есть более дорогой Belita Cosmetics, но не сверхдорогой. У них есть потрясающая серия, посвященная зеленому чаю. Вот этот гидрофильный гель для снятия макияжа покупаю не первый раз. Здесь активные средства, это активные компоненты. Это гидролат корейского зеленого чая и японский чай матча. Не содержит СЛС и слез. Очень хороший гидрофильный гель, буду покупать еще. Единственное, что этот гель не сверхдешевый, он уже такой вот, уже ближе, наверное, к таким средствам подороже, к среднему сегменту, но не сверх и дорогой. Вся вообще эта серия мне нравится, она даже здесь возраста написаны 20, 30, 40, 50, 60 лет. Как я пользуюсь? Наношу на лицо, растираю, вот как здесь написано, массирую, чтобы все вот эти загрязнения растворились и BB-крем растворился, и потом смываю пенкой, обязательно смываю пенкой. И мое лицо будет чистое и очищенное, и вообще вся эта серия мне очень нравится. И многие ее хвалят, и для моей нормальной кожи тоже подходит эта серия. Даже подумываю купить всю эту серию. Что-то у меня много средств для лица закончилось. Также после того, как я смыла весь макияж, я наношу тоник, но тоник у меня не закончился. После тоника я наношу средства под глаза. Так как я уже сказала, объявила свой возраст 37 лет, то обязательно наношу средства для глаз. Но в этот раз вот закончился у меня вот такой вот флакончик. Это опять белорусский бренд Belita. Как видите, я люблю этот бренд. Просто решила попробовать их серию Nano Mesa. У меня был крем для лица, и мне нужно, вот я люблю, чтобы из одной серии все было. Я докупила вот такой нано-гель патч для кожи вокруг глаз. Эффект нитевого лифтинга. Belita, как напишут, так упасть не встать. Это очень бюджетный крем. Он стоит дешевле, чем вот этот гидрофильный гель. И вот этот вот патч для кожи вокруг глаз, я им пользовалась как кремом для глаз. Здесь так и написано: носите утром, вечером на очищенную кожу вокруг глаз. Ну вот я его наносила, он просто служит как универсальный базовый крем под глаза. Все. Больше о нем ничего не могу сказать. Мне кажется, что он больше подходит для
жирной кожи, но не для моей нормальной, склонной к сухости. Может быть, из-за этого. А может быть, мне еще не нужен эффект нитевого лифтинга. Но ничего такого сверхъестественного не заметила. Если вам нужен базовый крем, и у вас нет таких вот каких-то жалоб на ваши глазки, нормальный крем. Если вы хотите получить, напитать кожу под глазами, вот я люблю, чтобы у меня был питательный крем под глазами, жирненький. Этот, он, не знаю, хоть тут и написано, кстати, здесь кроме того, что заявлено, что эффект нитевого лифтинга, еще написано нановитализация кожи. Оформление неплохое, ничего не сломалось. Вот эта вот штучка тоненькая, крем выжимается хорошо, но он, скорее всего, вот чтобы просто освежить кожу под глазами. Кстати, напоминает некоторые кремы китайские, не китайские, корейские, которые вот такие вот прозрачные. Их просто наносишь, это впитывается все, ничего больше не происходит. Ну, ничего такого сверхъестественного я не увидела в этом наногеле патчи. Такое название может и отпугнуть, может уже такое название не надо давать. Но мне нравится читать коробочки от Белита. Также после крема под глаза я наносила очень долгое время вот такой вот крем от фабрики Свобода. Вот у них вот такой вот есть кремушек АА, анти-эйдж крем. Решила попробовать. Может быть, мне еще и рано, но вот купила, чтобы понять. Вот именно обратить внимание решила на вот эти вот средства Балет в новых упаковках. Здесь заявлено, что это АА-крем, прекрасное средство для антивозрастного ухода за лицом. Активные ингредиенты – это масло авокадо, гиалуронат натрия, витамины А, С и Е, пантенол, неоцинамид, чудесные экстракты зеленого чая и даже граната. Обеспечивает сохранение молодости, профилактику антивозрастных изменений кожи. Заявлений много, витаминов и активных средств много. Неплохой крем, как базовый, но скорее он не для нормальной, склонной к сухости кожи, а для жирной кожи. Он такой, знаете, кремушек, он не легкий, он не питательный, он что-то среднее. Он такой вот густой белой консистенции, наносился и впитывался он легко, но вот я не поняла до конца этот крем, сколько я его использовала. Обычный базовый крем, чтобы он делал какой-то эффект, нет, чтобы он как-то питал, нет, просто базовый крем. А вообще лучше всего вот как база под макияж, вот я бы его рекомендовала, а не как уходовое средство, потому что эффекта какого-то питания, увлажнения я не почувствовала. Просто на него хорошо наносятся BB-кремы, тональные средства. Все. Также закончился вот такой вот интересный крем от белорусского бренда Vitex. Да, я люблю магазины Belita Vitex, поэтому у меня много кремов от этого магазина. Значит, это у них такая линейка аптечная косметика Мертвого моря. Уже давно существует она, Pharmacos Dead Sea. И я, так как у моего сына кожа склонная к дерматиту, у меня кожа в осенне-зимний период склонная к сухости, так вот я решила, что нужно иметь косметички, вот это вот максимально питающий ойл-крем для лица. Он так и написано. Для сухой, очень сухой и даже атопичной кожи. Да. И вообще я заметила, что Belita Vitex стали работать в этом направлении и выпускать очень много кремов, именно таких вот сверхпитательных. И это очень радует, что теперь не обязательно ходить за косметикой для кожи атопичной, именно покупать дорогие французские средства. Можно пойти Belita Vitex и попробовать. Но все равно для детей двухмесячных, у которых атопичная кожа, лучше, конечно, покупать уже проверенные французские средства. Этот крем, вот он, здесь написано, интенсивно питает, успокаивает, снимает шелушение, зуд и раздражение. Да, неплохой крем, насыщает минералами, микроэлементами, оказывает глубоко оздоравливающее действие. И защищает от негативного воздействия окружающей среды. Но это еще надо доказать. Как всегда, много заявлений, неплохой крем, даже здесь 20 целительных минералов Мертвого моря. Он очень бюджетный, и поймите, что лечебных свойств аптечной косметики сверхъестественных не будет от этого крема. Это скорее крем
Для сухой, очень сухой кожи, для атопичной я все-таки пошла бы в аптеку и купила специализированный крем. Напишите, может быть, у вас есть опыт использования кремов Белита, Витекс или российских производителей, которые реально подходят для атопичной кожи. Потому что я заметила, что это такой пробел на рынке. Молодцы, что Белита, Витекс вот в последнее время работают в этом направлении. У них есть от других серий кремы специализированные, они выпустили. Ну вот этот крем, он жирный, он такой питательный. Его наносишь и чувствуешь, что наносишь, как здесь написано, омега-фосфолипидный комплекс. Вот кто любит жирные кремы, пожалуйста, вот такой вот крем. Но то, что он спасет атопичную кожу, здесь бы я не заявляла. Сыну все-таки я иду и покупаю аптечную косметику. Все-таки детям лучше использовать. Ну, а скорее всего, вот у кого очень сухая кожа, подойдет этот крем. Он жирненький. И вот, кстати, я так много говорю о том, что белорусские бренды стали работать в этом направлении. Да, вот не могу найти это. Белита выпустили вот такую вот серию «Сос-уход с пантенолом». Прям там вся серия вот в таких вот оттенках бело-оранжево-серых. Ну и я, естественно, летом решила попробовать и купить. Вот после загара наносить «Сос-уход с пантенолом». Крем детский для лица и тела. Пантенола 5%, причем кто борец и любит косметику и предпочитает, не тестируется на животных, так вот эта косметика не тестируется на животных. Очень хороший, приятный кремушек, он не такой жирный, как вот этот вот. Ну, они тут уже такой жирный сделали крем. Этот крем более легкий, но он действительно кожу, как здесь написано, успокаивает, смягчает и нежный уход придает. Отличная косметика, мазалась вся семья, причем наносили и на лицо, и на ручки, и муж у меня сгорал, и я наносила много этого крема, и все было хорошо. Поэтому рекомендую вот эту серию с пантенолом. Кто, например, едет отдыхать, вот после загара замечательно наносить. Все, для личика, а нет, еще для личика не закончилась, какая-то я сегодня взбудораженная. Вот, все началось с того, что у меня разбились мои румяна. Закончился еще вот кремушек, я все белорусское производство. Это все была такая очень бюджетная косметика, кроме Том Форда. А вот мне подарили вот такой вот пробничек крема от L'Occitane. Написано, что Light Comforting крем, то есть легкий комфортный крем для лица. Он идет 5% карите. Какой же здесь невероятный запах, такая милая упаковка, вот это сочетание цветов и вот этот белый с голубым и вот эта вот крышечка серебристая, и этот аромат хорошей уходовой косметики и эта нежная текстура. Я просто обалдела от этого крема. Я вообще в последнее время влюблена в бренд L'Occitane. И я считаю, что цены оправданы там. И если хочется купить что-то, можно пойти на скидочки и приобрести. И я даже вот благодаря тому, что мне подарили вот эти вот кремушки, вот этот крем, ароматы, я пошла в наш магазин L'Occitane в Dana Mall торговом центре, поинтересовалась, ну там невероятные кремы, и на подарок не стыдно такое подарить. Я очарована этим кремом, он такой легкий, он такой ароматный. И здесь написано для комбинированной кожи, да, он подойдет и для сухой, и для нормальной. И кожа была с ним напитанная, хорошая кожа. Я обалдею. Раньше как-то я была холодна к L'Occitane. Это вот летом я как-то больше заинтересовалась. У меня появилось больше пробников, больше... Даже аромат мне подарили, гель для тела, и я как-то этим брендом прониклась. Мне нравится их философия, мне нравятся их упаковки. И самое главное, есть действие, есть результат. Крем понравился, может быть, куплю даже побольше формат. Я вот перешла к уходу для лица. Также хочу показать, как же без аромата. Обычно я ароматы причисляю к декоративке.
Но вот закончился такой только один аромат в этом месяце, но он заканчивался очень долго. Это любимый аромат моего мужа, самый любимый Dior Home Sport. Не знаю уже, какой тут год выпуска. Давновато у него этот аромат, не знаю даже, сколько ему лет. Это Eau de Toilette, то есть туалетная вода. Здесь и прекрасное оформление. Я обожаю вот такое вот стекло прозрачное, трубочка, сочетание черного и красного. Все стильно. И главное, что от аромата этого мой муж всегда обалдел. Вот из всех ароматов у него есть и ниши, и есть люкс, даже Шанель. У меня нет Шанели, а у него есть. Он предпочитал пользоваться вот этим ароматом. Причем и осенью, и зимой, и весной, и летом он всегда его использовал. Не знаю, почему он так долго расходовался, но он им пользовался на постоянной основе. Что касается этого аромата, он такой древесный, он действительно фужерный за счет нот в нем. Ноты, которые я сразу чувствую, верхние ноты — это цитрон и цветок имбиря. И вот реально, вот когда я его вдыхаю, вот этот вот цитрон яркий и имбирь. Потом в средних нотах заявлено, что здесь ирис и базовые ноты, насколько помню. Здесь зеленые ноты, вот так вот завуалированные, и кедр. Я ощущаю только имбирь и цитрон. Кто любит такие ощущения, пожалуйста, вот этот аромат ваш. Но он куда хочешь, его можно надеть на себя. То есть или в гости вы идете, или спортом заниматься, или дома проводить вечера и день, или убираться даже, может быть, хочется освежиться. Прекрасный аромат, базовый для мужчины, хороший вот подарок. Вот думаю, зачем я мужу купила Каролину Херрера, вот этот вот зигзаг. Надо было, наверное, подойти к стенду Dior и купить ему вот обновленную версию этого Dior Home Sport. Все-таки достойный аромат. Люкс, конечно, оправдывает себя. Здесь и упаковка, вот мне даже нравится его трогать, на него смотреть. Он вот отточен от и до. От аромата переходим к телу. У меня закончился вот такой вот гель для душа от Belita Cosmetics, то что бренд подороже, чем Belita и Vitex, сочное помело. Кстати, как правильно говорить? Помело. Вот мне нравится помело. Ну, наверное, правильно помело написано. Шауэр-гель. Если уже у Belita так написано, значит, наверное, помело. Сочное помело, аромат невероятный. У них вся вот эта серия, фруктовый десерт, невероятный. Особенно мне нравилась дыня. Но вот это вот помело, буду так уже называть, пахло невероятно. Мне нравилось им пользоваться. Да, стоит дороже, чем такие бутыли у Belita Vitex. Вот такие у них обычно бутылки большие. Но здесь действительно все отработано. Здесь даже написано: идеальное лакомство для кожи, освежающий гель для душа с экстрактом помело. То есть здесь активный ингредиент вот это помело, ее экстракт. Также здесь и грейпфрут сочный. Очень отличная серия, рекомендую. Аромат невероятный, даже остается на теле. Также для тела закончились вот ручки. Для ручек был у меня вот такой вот потрясающий гель для рук от Марселье «Малина и пион». Аромат просто тоже невероятный. Уже ради аромата можно побаловать свои ручки этим мыльцем. Прекрасное мыло. Особенно вот из всех ароматов выделяю малину и пион. Это какое-то ароматное действительно лакомство. Я была в восторге. Также у меня закончился вот такой дезодорант-антиперспирант эффект пудры от Lady. Название Lady Delicate от Belita. Дезики, их я не очень люблю, а вот этим вот дезодорантом-антиперспирантом самое главное эффект пудры. Ой, уже жонглирую тут.
Вот я обратила внимание, ну, то есть я обращаю внимание, если я вижу написано пудра, мне хочется взять. Он действительно быстро высыхает, этот дезодорант, и не оставляет никакой липкой пленки. Если вам нужен какой-то бюджетный дезодорант, антиперспирант, можно обратить внимание, даже тут написано, разработано специально для женщин. То есть мужчинам, наверное, нельзя 24 часа свежести, наверное, из-за этого. У мужчин пишут там и 48, и больше часов свежести. Отличный. Вот если покупать у Белита Витекс, выбирать или дезик, или антиперспирант, я выбираю все-таки вот такой формат, получше. Просто у меня дезик сломался один, пришлось выбросить сразу. Мыло. Я люблю твердое мыло. Значит, закончилось у меня мыло туалетное от бренда Гринель, детское, какая-то такая советская упаковка. И это мыло производится, кстати, я люблю вообще детские мыльца, люблю вот это оформление родом из Советского Союза. И это кто же у нас производитель? Изготовитель Гомельский жировой комбинат, Республика Беларусь, город Гомель. Вот у нас очень много мыла в Республике Беларусь представлено именно от этого Гомельского жирового комбината. Также от этого же комбината, от Гомельского жирового, закончилось у меня мыло липовый цвет. Тоже хорошее базовое мыло. Детское хорошее базовое мыло не сушит ручки. Липовый цвет, причем липовый цвет плюс. Красивая упаковочка, называется просто мыло. Это уже другая серия у них, идет в таких прозрачных упаковках. И мне нравится вот этот привет Советскому Союзу, какая-то у меня ностальгия. И также еще у меня есть мыльца, вот оно от кого? А вот это уже другое предприятие. Это был Гомельский жировой комбинат, а здесь уже тоже производитель Республика Беларусь, но это уже иностранное производственное унитарное предприятие Мединтерпласт в городе Несвеже. Кстати, если вы не были в Несвежском замке, обязательно посетите, если приезжаете в Республику Беларусь. Невероятная там атмосфера, все красиво, так вот на уровне Европы. Это крем-мыло туалетное, восстановление и уход. И здесь уже такая упаковка поблагороднее. Леном. Натуральные с протеинами пшеницы. Ну вот это вот уже мыльце, оно такое получше, оно не бюджетное, оно не выглядит как бюджетное. Вот от Гомельского жирового завода видно, что они недорогие. А здесь уже упаковка так похожа на заграничные. Есть, кстати, даже узор белорусский. Но я люблю наше белорусское мыло, нормально к нему отношусь. И зубки. Вот мне подарили такую пасту, а именно моим детям, и сказали, что это незаменимая паста, это лучше всех паст. Я так понимаю, это Корея, купили на рынке. У нас есть рынок, уже забыла название, есть Комаровка, а есть другой рынок. Я там ни разу не была, поэтому не буду говорить. На том рынке вот и покупают эту пасту, бренд Ябель. И мне вот мама моя сказала, что если ты почистишь этой пастой, ты поймешь, что это такое. Да, она хорошо вычищает, неплохая паста, очень качественная. Потому что если покупать другие пасты детские, вот особенно те, что до 3 лет, это вообще бесполезно. Все врачи зубные, они рекомендуют все-таки для детей использовать пасты не вот эти вот до 3 лет. Они ничего не дадут, у детей только кариес будет. Нужно все-таки вот моим детям, когда прописали пасту с аминофторидом, с тех пор и у нас прекратилось такое бесконечное количество кариесов. Главное подобрать пасту. Но вот эта паста тоже неплохо чистит, в отличие от этих вот легеньких детских паст. Даже я вот ее с удовольствием пользовалась. Просто у меня дети, они любят, вот я им покупаю с аминофторидом Рокс, там знойная земляника и кола. И вот они ею пользуются, они привыкли. И новые пасты что-то они не принимают. Я не знаю почему. Пришлось мне вот этой пастой пользоваться, но я действительно поняла, что корейские детские пасты, они качественные, они хорошо чистят зубы и все хорошо. Действительно достойный бренд. И оформление качественное. Для волос закончилось у меня только одно молочко. Вот я все хвалю, а вот это средство вообще не буду хвалить. Это полный провал от Белита. Вот честно скажу.
Очень красивое оформление, но не очень качественное. Обычно у них вот эти вот упаковки вот так вот не сплюскиваются и не сплющиваются. А вот это вот сплющилось. Это вот этот кондиционер молочко, невозможно было отсюда уже заканчивать его. Очень тяжело мне было пользоваться этой упаковкой, и средство не понравилось. Значит, у меня волосы, кудри, тонкие волосы, вьющиеся. Я использую кудрявый метод. Мне достаточно шампуня, потом нанести кондиционер. И обычно все кондиционеры белорусские, они хорошо распутывают волосы, мне не нужна расческа. А вот этот кондиционер я вообще не поняла. Он вообще, он не, волосам не делал никакого ухода. Они не, даже вот ими помылся, то есть вот этот кондиционер молочко смыло, и я вот не почувствовала того, что они у меня напитанные. Хотя я очень уважаю, мне подходит и шампунь Белита, и все кондиционеры. Но вот этот не подошел, не рекомендую, с этим деревом, хотя оформление они постарались. Это серия органик с фитокератином для всех типов волос на основе протеинового аминокислотного комплекса. Естественно, это очень бюджетное, без красителей, парабенов и силиконов. Я и купила ради вот этого вот фитокератина. Думаю, попробую, что здесь за фитокератин. Здесь вот написано: легкий кондиционер молочко на основе натуральных компонентов, специально разработан для регулярного ухода за волосами. Легко наносится, нелегко наносится. Очень тяжело его, даже не под конец, когда здесь была половина средства, тяжело было его отсюда достать. Обволакивая волос, отлично распутывает, не распутывает. Облегчает расчесывание, не облегчает. И укладку. Какая укладка? Придает неповторимую мягкость, шелковистость и естественный блеск. Так вот, в отличие от других кондиционеров, Белита, Vitex и Belita Cosmetics, вот этот вообще не работает. Я бы так сказала, никак не работает. Он может быть только работать, знаете, есть те, кто занимается Project Pen, у меня, кстати, тоже такой есть проект, Project Pen, закончить использовать, чтобы побыстрее закончить какое-то средство, например, кондиционер, его наносят вместо пенки для бритья. И вот я ноги когда брила, вместо пенки, сейчас пенки для бритья очень дорогие, жилет, почему-то они очень подорожали. Даже белорусские какие-то стали дорогие. И я вот думаю, попользуюсь вот этим кондиционером. Для волос он плохо действует, не распутывает. Как же он смягчит волосики на ногах? Но вот только в качестве средства для бритья. Вот он немножечко смягчает волосы, и они бреются. Или это какой-то эффект плацебо. Вот это такая от меня, такой рецепт использования кондиционера. Если вам кондиционер не понравился, используйте его вместо пенки для бритья. И вот стабилизирует внешний слой волос, устраняет структурные недостатки волоса благодаря входящему в состав активному коктейлю из растительных аминокислот и протеинов фитокератин. Ну вот фитокератин, но мне вот это средство очень не понравилось. Ну и любимая рубрика в этом видео. Я всегда спрашивала, нравится ли вам, когда я обсыпаюсь баночками. Вам нравится, мне нравится, да сделаем же это. Сейчас соберу все. Ура! Этот момент наступил. Думала, видео будет покороче. Получилось, как всегда. Хотелось все косметические средства показать со всех сторон. Понравились ли мне или нет. Буду я их покупать или нет. Скажу честно, я люблю разнообразие. Люблю менять косметику. Поэтому я очень редко что-то повторяю. А если повторяю, то мне это средство должно очень понравиться. Но обычно мне все надоедает, и я иду и покупаю что-то новое. Благо, кстати, у Belita Vitex такой ассортимент, у них так много разных серий, что всегда заходишь и глаза разбегаются, хочется попробовать какую-то серию. Я ни в коем случае не рекламирую вот этот белорусский бренд Belita Vitex, Belita Cosmetics, просто это очень удобно пользоваться косметикой, которая вот так вот распределена по сериям. У них неплохое оформление, приятный ценник.
Там есть не только бюджетная косметика, есть и подороже. Они работают в этом направлении. И я люблю нашу белорусскую косметику. Скажу честно, я предпочитаю белорусскую косметику даже корейскому уходу. И вообще мне косметолог сказала, что корейская косметика, она для того пояса, где живут китайцы. У них даже кожа другая. Нам надо пользоваться косметикой, рассчитанной на наш пояс. Но иногда хочется себя побаловать, и вот хочу немножечко побольше попробовать средств от L'Occitane. Уж очень мне этот бренд запал в душу. На этой приятной ноте я с вами прощаю. Желаю всем самое главное здоровья, чтобы осень вас радовала, вдохновляла, как это делает она для меня. Пока-пока, увидимся в следующих видео. Уже скучаю и жду вас в комментариях.